И немедленно возвращайся. Ты меня понял? Я сделаю все, как вы приказываете, монсеньор. Ну все, давай, пошел. Господи, наконец-то. Тот, кого вы ждете, не придет, потому что явился тот, кого не ждали. Он еще более опасен, чем когда бы то ни было, ибо по-прежнему влюблен. Примите душой и сердцем все, что нельзя прочесть в этом письме глазами. Скажу вам прямо, что посещение нашего арсенала произвело на меня весьма грустное впечатление. Все это оружие очень долго хранилось в сыром помещении, и, видимо, эти мушкеты уже больше никогда не выстрелят. Что же делать? Как что делать? Заказать немедленно партию новых. Ты, как всегда, прав. Сударь, да. Немедленно заготовьте приказ о введении нового налога. Слушаюсь, монсеньор. Эти деньги пойдут на укрепление нашей обороны. Конечно. Подождите, монсеньор. Мне кажется, здесь происходит нечто интересное. Никогда не видел ничего подобного. Кто этот человек? Сейчас узнаем, монсеньор. Остановись.
Мое почтение, сударь. Кто ты? Я из людей господина де Монсоро. Как тебя зовут? Не знаю, сударь. Я не помню своих родителей. Но люди называют меня дьявол. Дьявол? Ты отличный воин. Стоишь десятка хороших бойцов. Держи, маленький дьявол. Благодарю вас, сударь. Идем, Люси, нам пора. Что у нас дальше? А это, ваше высочество, наше пополнение. Увы, это все, что удалось собрать в окрестностях Анжера. Да. Ну что ж, все это меня не очень-то радует. Идем, я хочу посмотреть, как мои люди владеют шпагой. Ну что? Тебе нравится? Да, мне очень нравится. Более того, мне настолько нравится, что я тоже вам хочу кое-что показать. Господа, я прошу у вас минуту внимания. Вы. Сударь, я имею честь атаковать вас. Вот так бывает, монсеньор. И так бывает, монсеньор. Так бывает, но редко. Вы. Вы втроем. Вы убиты, сударь. Покиньте поле боя. Маленький дьявол, подойди ко мне. К вашим услугам, сударь. Ты владеешь вот этим оружием? Да, сударь. Ну что ж, сударь, на этот раз ваше дело. Да. Теперь я понимаю, что чувствовали испанцы, когда видели тебя в бою. Тебе жарко, смотри, не заболей. Ведь ты, наверное, еще не совсем поправился. Ничего со мной не случится, монсеньор. Господин граф, Ну что еще? Извините, монсеньор. Я на минуту.
Что слышал? Рассказывай. Я сделал все, как вы велели, господин граф. Я слышал шаги и, по-моему, женский возглас. Возглас? Ты слышал возглас? Ага. Значит, она была там. Она меня ждала. Я должен немедленно ехать к ней. Вы все поняли? Я прошу прощения, монсеньор. Да? Но вы были правы. Мне не следовало забывать о ране, которую я получил в схватке с миньонами. Будь они прокляты. Мне нужно, чтобы меня осмотрел Реми. Как ты небрежен к своему здоровью? Я просто приказываю тебе немедленно улечься в постель. Не хватало, чтобы ты расхворался именно сейчас, когда мне так необходим твой военный опыт. Я прикажу кому-нибудь из моей свиты проводить тебя. Ну, не беспокойтесь, монсеньор. Я просто не хочу, чтобы кто-нибудь из наших людей был свидетелем моей слабости. К тому же со мной мой паж. Он обо мне позаботится. Я получила твою записку, но я все равно тебя ждала. Я не отходила от окна и вдруг увидела, как ты выехал из леса. Жизнь моя, я хочу сказать тебе, верь. Что бы ни случилось, я сумею защитить нашу любовь. Или я умру у твоих ног. Да, это господин де Бюсси. Наша тревога оказалась напрасной. Извините, мы, по-моему, помешали вам. Я увидела, как Диана быстро побежала в парк и подумала, не случилось ли чего. Я получил ваше письмо, Бюсси, и собирался Ну, сегодня хорошо. навестить вас в Анжере. Но раз уж вы здесь, не поговорить ли нам прямо сейчас? Да, охотно. Извините. Мы ненадолго. Как хорошо, что нам представилась возможность поговорить. Я ужасно рад вас видеть, мой дорогой Бюсси. Должен вам сразу сказать, что у нас с женой нет друг от друга никаких секретов. Жанна мне все рассказала. Примите мои поздравления и позвольте вам дать один совет. Давайте. Избавьтесь вы от этого гнусного Монсоро. При дворе никто не знает о ваших отношениях с его женой. Поэтому, когда вы позже женитесь на Диане, то ни одна душа не заподозрит, что вы сделали ее вдовой, чтобы на ней жениться. Но, к сожалению, есть одно маленькое препятствие для осуществления вашего прекрасного замысла, мой дорогой господин де Сен-Люк. Какое? Дело в том, что я дал клятву Диане щадить жизнь ее мужа. Ну, разумеется, до той поры, пока он не нападет на меня сам. О, вы сделали ошибку. Вы сделали очень большую ошибку, Бюсси. Ведь если Монсоро раскроет вашу тайну, он убьет вас. Пусть все будет так, как угодно Господу Богу. Но я не могу нарушить клятву, которую я дал Диане. Но кроме того, вы же знаете двор, мой дорогой Сен-Люк. Меня просто забросают камнями. Тот, кого все считают чудовищем, на смертном одре покажется ангелом, которого я уложил в гроб. Поэтому я и не советовал бы вам убивать его своей рукой. Смерть Христова. Наемные убийцы? Скверный совет вы мне даете. А кто здесь говорит о наемных убийцах? Тогда что вы имеете в виду? О, ну, у меня есть одна мысль, но она недостаточно созрела для того, чтобы я мог ей с вами поделиться. Честно говоря, я не больше вашего люблю де Монсоро, хотя у меня и нет таких же причин, как у вас, ненавидеть его. Ладно, бог с ним, давайте поговорим о чем-нибудь приятном. У вас нет новостей из Парижа? Есть. Есть одна замечательная новость, мой дорогой Сен-Люк. Давайте, давайте. Герцог Анжуйский в Анжере. Герцог в Анжере?
Он приехал вчера вечером. Так говорили, что он находится под арестом. Он был под арестом в Лувре. Теперь находится в Анжере. Он ухитрился бежать и приехал сюда искать убежище. Смерть Христова. Что ж теперь будет? У вас появилась замечательная возможность отомстить его величеству за все, чем он вам досадил. У герцога уже есть своя партия, скоро будут свои войска. Мы затеем тут небольшую, но очень славную гражданскую войну, мой дорогой Сен-Люк. Дьявол. Я рассчитываю, что вы поработаете шпагой вместе со мной. Против короля? Ну почему? Почему именно против короля? Мы сразимся с теми, кто обнажит шпагу против нас. Знаете, мой дорогой Бюсси, я приехал в Анжу, чтобы подышать свежим воздухом, а не для того, чтобы сражаться против его величества. Вы даже не хотите быть представленным монсеньору? Это ни к чему. Я не люблю Анжер. Это мрачный и скучный город. Вообще, мне здесь не нравится. Я в ближайшее время собираюсь уехать отсюда в Париж. Почему? Послушайте, Бюсси, в этой жизни я дорожу только своей женой, а вы, как мне известно, своей возлюбленной. Поэтому давайте условимся так. Что бы ни случилось, я защищаю Диану, а вы защищаете госпожу де Сен-Люк. Соглашение по делам любви – это по мне. Но умоляю вас, никаких политических соглашений. Ну что ж, я вас очень хорошо понял, господин де Сен-Люк. И вы можете рассчитывать на мою дружбу. А моя дружба состоит из 3 вещей. Моего кошелька, моей шпаги и моей жизни. Благодарю вас. Я принимаю вашу дружбу. Но с условием, что я расплачусь с вами тем же. Стойте, сударь! Остановитесь! Сударь, это приказ! Пароль, сударь! Куда вы? Как вы смеете, сударь? Стойте! Стойте! Куда? Пароль! Стойте! Стойте, сударь! Сударь! Стойте! Сударь, мы вас арестуем! Сударь! Стойте! Пароль! Стойте! Стойте! Хоу-хоу! Закройте! Да вы что, с ума совсем посходили? Пароль! Назовите пароль! Какой дьявол вас забери пароль! Да отстаньте! Господин и гостевой друг, меня зовут Д'Андраге. Арестуйте его немедленно! Арестовать меня? Не такому жалкому сброду арестовывать Шарля Д'Андраге! Убейте его! Ну-ка! Ну-ка, стреляйте! Ну-ка, стреляйте! Ну, погодите, милейший! Я приказываю! Я вижу, раньше вам не приходилось встречаться с парижанами! Стойте, сударь! Стойте! Остановитесь! Остановитесь! Пароль! Пошли к черту! Берегитесь! Прочь! Я рубил алебарды, теперь буду рубить руки! Д'Андраге! Что ты делаешь в компании этих анжуйских колпаков? Леворот! Ты как нельзя кстати! Они пытаются меня арестовать! Вот какие у вас друзья в Анжере! Окружайте! Не хватайте! Господи, как же их много! Чего? Справимся! Да здесь драка! Вот так удача! А вот и Риберак, я ж тебе говорил, сейчас мы за них возьмемся! Привет, Д'Андраге! Риберак, помогай! С удовольствием! Еще! Это их авангард! Мы пропали! Что здесь происходит? Ваше Высочество, неприятель в замке, мы окружены. Сдается мне, что это ложная тревога, ваше высочество. Долой оружие! Долой оружие! Болваны! Простите, монсеньор, но прием был не очень дружелюбный. Извините, монсеньор, я думал, это неприятель. Леворо! Д'Андраге, Риберак! Может, вы, наконец, отдадите честь его высочеству? Я рад вас приветствовать, господа. Рады служить, монсеньор. Господа, через полчаса мы отправляемся на рекогносцировку. Ваше высочество, будьте любезны, сосчитайте, пожалуйста, ваших ополченцев. Зачем? Ну, я прошу вас, хотя бы приблизительно. Ну, их не менее 20. Да, монсеньор, не менее. Ну, так что же? А то, что славные у вас бойцы, если их сумели побить всего 3 человека. Верно. Ну и что дальше?
А дальше попробуйте выехать из города с этими вояками. Зачем же? Я выйду из города с теми 3, что их победили. Логично, ваше высочество. Господа, через полчаса мы отправляемся. Монсеньор, я, к сожалению, не могу вас сопроводить. Да, что такое? У меня опять разыгрался приступ лихорадки. А, ну тогда в постель. Немедленно в постель, Люси. Мне будет достаточно этих 3. Прошу вас, монсеньор. Прошу. Да, об этом я не подумал. Да здравствуют трусы. Они умеют мыслить логически. Господа, вы представляете, сегодня утром прибыл обоз Его Высочества. Обоз? 22 верховые лошади. 22. Повозки, 40 мулов. И фургон с сундуками. С сундуками? Говорят, что в этих сундуках принц вез в город целых 2 миллиона. 2 миллиона, господи! Господа, значит, принц достаточно богат, чтобы пойти войной против всей Европы. Против всей Европы! Со смеху можно лопнуть, черт побери. Они же думают, что принц ввез в город 2 миллиона, а он собирается их вывести отсюда. Для того и пустые сундуки. Да, герцог умеет прослыть богачом. А денег, которые одалживают богачам, никогда не жалеют. Вот и Анжер. Вот мы и дома, господин главный ловчий. Его Высочество, в замке? Герцог выехал на рекогносцировку. А вы кто, сударь? Где у вас конюшня? Там. А ну. Эй, ты! Я граф де Монсоро. У меня срочные сообщения для герцога Анжуйского. А его высочества сейчас нет, он вы. Я знаю. Оседлай мне другого коня. Чем быстрее герцог получит сообщение, тем лучше. Выбирайте любого. А вашего я поставлю в стойло. Потому что если его не прислонить к стенке, он сейчас упадет. Я выбираю этого. О, сударь, у вас верный глаз. Вы выбрали лучшего. Сразу видно, что вы знаете толк в лошадях. Мне говорили, что этого коня подарил герцогу Анжуйскому господин де Бюсси. Его зовут Роланд. Это любимый конь монсеньора. Сейчас он ездит на нем каждый день. А главное, сударь, конь необычайно умен. С его помощью вы легко отыщете герцога. Сударь, я граф де Монсоро, главный ловчий Франции. У меня срочное дело к монсеньору. В какую сторону поехало его высочество? Кто его знает, сударь? Монсеньор осматривает окрестности. А не могли бы вы мне дать провожатого, чтобы он помог мне побыстрее найти монсеньора? О, нет. Я не могу ослаблять гарнизон города. Его высочество строжайше запретил мне делать это. Вот как. Значит, здесь небезопасно? Именно так, сударь. Вы сможете найти монсеньора, расспрашивая по пути, как и всякий другой. Благодарю вас, совет не дурен. Всего хорошего.
Клянусь дьяволом. Ты везешь меня прямо к Меридорскому замку. Не туда ли поскакал его высочество? Я вижу, тебя действительно не перехвалили. Ну что ж, раз знаешь дорогу, вези. Пошел! О, кто-то меня уже опередил. Диана! Мне так страшно, когда ты уходишь. Каждый раз мне кажется, что я тебя теряю навеки. Давай будем уповать на милость Господа Бога. И мою шпагу. Все, ему конец. Ты дал мне слово, ты обещал. Бежим, бежим. Будь проклят это слово. Стойте! Ненавижу! Ненавижу! Весь ваш подлый род ненавижу! Фу! Клянусь всеми чертями ада, монсеньор! Я убью вас! Удрал, ваше высочество. Хоть бы лошадь оставил трус. Роланд! Будь ты проклят.
Его королевское высочество, герцог Анжуйский. Господа, я рад приветствовать вас. И хочу представить вам женщину, которая, я уверен, будет украшением нашего общества. Она только что прибыла из Парижа. Как видите, не только первые рыцари Франции, но и самые очаровательные женщины покидают Лувр. Поскольку мой брат король-тиран превратил его в гнездо разврата и скуки. Здоровье, господа! Здоровье, восхитительный Габриэль! Монсеньор, за этим столом представлен весь цвет французского дворянства. Да. Ну, впрочем, как и погреб вашего высочества. Да здравствует герцог Анжуйский! Герцог Анжуйского! Да здравствует Люси! Ну, наконец-то! У тебя такой вид, будто ты преследовал самого дьявола и загнал ни одного коня. Вы преувеличиваете нас. Да. Обрати внимание, перед тобой самая обольстительная и загадочная дама Парижа. Мы знакомы, монсеньор? Я рада видеть вас, граф. Я тоже, сударыня. Вы не сдержали свое обещание. Но единственное, что может оправдать дворянина, не сдержавшего слова данного даме, ваша рана, полученная в неравном бою. Сударыня, поверьте, никто из наглецов, помешавших мне выполнить данное вам обещание, не остался безнаказанным. Твое здоровье, Бюсси. Я пью за вашу счастливую шпагу, граф де Бюсси. Я благодарю вас. Бог мой, если бы вы знали, как я сожалел о нашем несостоявшемся в тот день свидании. Но что поделаешь, сударыня, пути Господни неисповедимы. Я не сомневаюсь, господин граф, что ни один из наглецов, помешавших вам выполнить данное мне обещание, не остался безнаказанным. Но наше свидание так и не состоялось. Однако, вы можете попытаться еще раз. Я прошу прощения, сударыня, мне хотелось бы мечтать о таком счастье. Но воинский долг требует от меня полного самопожертвования, и я дал обет воздержания до окончательной победы над Парижем. Вы поступили весьма опрометчиво. Ведь Париж надолго может остаться непокоренным. Кто там? Откройте! Проваливай! Ночью пускать никого не велено. Я граф де Монсоро, главный ловчий Франции! Что-то вы не очень похожи на графа. Это почему? Тот был верхом, а вы пеший. Меня сбросила лошадь. Это правда. Лошадка пришла одна. Что здесь происходит? О, Боже! Господин граф, прошу вас. Болваны! Что с вами случилось? Сударь, это правда, что моя лошадь вернулась одна? Да, господин граф. Мы были очень обеспокоены, когда увидели лошадь без всадника. Особенно монсеньор, которого я предупредил о вашем прибытии. Что же он сказал?
немедленно провести вас к нему, как только вы появитесь. Ах, как же здесь скучно. Отменное жаркое. Но я больше люблю из дичи, которую добываю сам. Браво, Риверак! Это слова мужчины. Завтра мы поднимем всех кабанов Меридорского лесу. Да. Но для этого нам нужен главный ловчий. Любой, клянусь дьяволом, пусть даже граф де Монсоро. Главный ловчий французского королевства граф де Монсоро. Господа, вот и наш главный ловчий. Небо к нам благосклонно. Не успели мы высказать желание, как оно уже исполнилось. Садитесь, господин граф. Монсеньор, я не сяду, прежде чем не передам вам одного чрезвычайно важного сообщения. Ну что ж, я вас слушаю. Ее Величество, королева-мать, направляется в Анжер. Она почти не делает остановок в пути. Благодарю вас, господин граф, вы верно слушаете меня. Садитесь. Но... Садитесь. Господа, продолжим наш ужин. Садитесь с нами, граф. Господин главный ловчий, мне кажется, вы падаете от усталости. Вам лучше отправиться спать. Совет хорош. Господин де Монсоро, если вы ему не последуете, вы рискуете заснуть прямо над своей тарелкой. Простите, монсеньор. Я действительно падаю от усталости. Напейтесь, граф. Вино вернет вам силы. Вино дает только забвение. И все-таки за ваше здоровье, граф. Ваше здоровье, граф. За вашу завтрашнюю охоту. Ведь вы для нас устроите славную охоту, господин граф. Вы знаете эти края, у вас тут охотничьи команды, леса. И даже жена. Да-да. Команды, леса. И госпожа де Монсоро. А действительно, граф, устройте нам охоту на кабана. Завтра. Давайте завтра. Вы не возражаете против завтрашнего дня, Монсоро? Я всегда в вашем распоряжении, принц. Но я слишком утомлен для того, чтобы вести охоту завтра. Кроме того, мне хотелось бы объехать окрестности для того, чтобы выяснить, что делается в наших лесах. И, наконец, вам надо повидаться с женой. Не так ли? Но я думаю, не сегодня. Уже поздно. И, как вы знаете, теперь дороги небезопасны. Вы останетесь здесь. Я благодарю вас, принц. Я хочу вам сказать, что
Эти минуты, проведенные рядом с вами, заставляют меня горько сожалеть о том обете воздержания, которое я дал. Неужели вы готовы нарушить слово, данное Богу? Как вы нарушили слово, данное женщине? Умоляю, не упрекайте меня, Габриэль. Вы не представляете, как вы желанны. Граф, для человека, давшего обет воздержания, вы не очень сдержаны. Сударыня, я просто начинаю терять голову. Сударыня, я вас умоляю. Не упрекайте меня, простите меня. О, Господи, вы не представляете, насколько вы сейчас желанны. Я схожу с ума, сударыня. Хорошо, граф, я поверю вам еще раз. Поверьте. Мне нужно выйти. Проводите меня. Провожу. Ваше Высочество, я на минутку. Граф проводит меня. Да, Бюсси проводит. Действительно устали, граф. Я разрешаю вам отправиться спать. Проводите. Благодарю Я хотел сказать, простите. Мне нужно пройти. Подожди. Что с тобой, Бюсси? Простите, сударыня. Но я вдруг понял, что я не могу пренебречь обещанием, данным мною Господу. Ибо нарушение моего обета может привести к поражению нашего войска в предстоящей войне. Простите. Простите. Не знаю, зачем вам понадобилось изображать страсть, Бюсси. Но эта комедия дорого вам обойдется. Все хорошо. Только что на балу у герцога Анжуйского я разыграл перед господином де Монсоро целую комедию. Я уверен, что в парке он не узнал меня. А меня? Меня он тоже не узнал? Надеюсь, что нет.
Эй, любезный. А, господин граф. Оседлай-ка мне Роланда. Будет сделано. Господин граф желает Роланда? А что, разве принц приказал не давать мне его? Нет, напротив, сударь. Главный конюший его высочества приказал давать вам любого скакуна из конюшни. Просто я подумал, что после того, как он вас вчера сбросил... Болван! Что ты несешь? Да в этой конюшне нет такой лошади, чтобы могла меня сбросить. Просто я вчера заходил в один дом, привязал его к дереву. Ну, а когда вышел, его уж не было. Я подумал, что кто-нибудь украл его или сыграл со мной злую шутку. Так ты говоришь, монсеньор часто ездит на этой лошади? До тех пор, пока не прибыли его обозы верховые, почти каждый день ездил. Угу. И вчера он был на этой лошади? Точно так, сударь, на этой. Бог мой. Господин де Бюсси? Доброе утро, господин де Монсоро. Доброе утро, граф. Рад вас видеть. А что случилось? Так рано. А вы уже в конюшне? Так рано, а вы уже в седле. Ну, на войне как на войне, господин де Монсоро. Вы же знаете, что мы готовимся к осаде? О, да. Вчера не только я видел, как вы осаждали одну из самых очаровательных крепостей. Чем закончилась осада, сударь? Ну, граф. Простите, простите. Судя по тому натиску, который я вчера видел, вы чувствуете себя недурно. А в Париже мне говорили, что вы едва живы. Это истинная правда, граф. Я действительно еще не оправился от раны, которую получил, выполняя поручение нашего доблестного принца. Вот как. Черт возьми, неужели вы всерьез готовитесь к войне? Вы знаете, граф, принц настроен очень и очень решительно. Должен вас разочаровать, граф. Войны не будет. Сюда едет королева-мать. Ну что ж, примите мои искренние заверения в уважении к вам и позвольте мне покинуть вас. Принц желает загнать оленя, я должен выставить зверя. Простите, и где вы собираетесь это сделать? Поблизости от Меридорского замка. Хотите поехать со мной? Благодарю вас за приглашение, граф, но я вынужден отказаться. О, к тому же меня ждут очень большие неприятности.